Все чаще и чаще ко мне приходят пациенты с одной и той же жалобой. Тяжесть, тошнота, горечь во рту, вздутие. Знакомо? Это может быть сигналом застоя желчи. Состояние, которое может быть очень-очень опасно, игнорировать его нельзя. Меня зовут Колокольникова Ольга Адилевна, я руководитель Центра гастроэнтерологии. В этом видео я расскажу, как избавиться от застоя желчи и почему застой желчи – это очень-очень плохо. Что такое желчь и для чего она нужна? Желчь – это крайне важная субстанция в нашем организме. У нее большое количество функций, и мы, конечно, все знаем, что эта жидкость нужна для того, чтобы эмульгировать жиры, то есть крупные жировые пятна делать мелкими-мелкими для того, чтобы они легче всасывались. Вторая функция очень важная – это активация гормонов поджелудочной железы. То есть как бы хорошо ни работала ваша поджелудочная железа, выделяя ферменты, переваривающие пищу, неактивированные эти ферменты не работают. Для их активации нужна желчь. Желчь ощелачивает кислое содержимое, поступающее из желудка. И вот в этой щелочной среде переваривание происходит намного проще. Еще одна очень важная функция желчи, о которой надо помнить, это обеззараживание пищи. Первый этап обеззараживания кислотой в желудке, поэтому бездумная блокада кислоты ингибиторами протонной помпы не приветствуется. А второй такой вот барьер для бактерий – это желчь. Она убивает даже большее количество вредных бактерий, и в том числе вирусов, потому что вирусы очень чувствительны к вот такой вот активной щелочи. Еще одна функция, которую нужно помнить, это выведение холестерина. Поэтому мы сейчас все активно боремся с холестерином. Вместо того, чтобы посмотреть причину, зачем организм синтезирует такое количество полезного, в принципе, субстрата. Но в процессе выведения участвует желчь. При плохой работе печени, при недостаточном сокращении желчного пузыря, при спазмах сфинктеров выведение желчи страдает, холестерин откладывается в виде камней. Также желчь очень важна для продвижения пищи по кишечнику, потому что именно желчь стимулирует моторику. Мы используем иногда стимуляцию желчеоттока для того, чтобы избавить пациента от запоров. И еще одна функция желчи, о которой часто забывают, это выведение токсинов. Именно с желчью продукты, переработанные в печени, с желчью выводятся в кишечник. Это очень важная субстанция для выведения, для дезинтоксикации. Так чем же опасно нарушение оттока желчи? Мы с вами поговорили о том, что у желчи огромное количество функций. И как только нарушается отток на разных этапах, сразу страдают все эти функции. И мы с вами по очереди видим самые разнообразные проблемы. И они могут быть действительно очень опасны. От острого тяжелого панкреатита вплоть до некротического, смертельно опасного заболевания, до образования камней, хронического сахарного диабета, усиления атеросклероза, нарушения интоксикации, нарушения всасывания витаминов, тяжелые дисбиозы и так далее. Перечислять могу очень-очень долго, но это действительно важно. Почему об этом сейчас говорят из каждого утюга? Потому что это как ниточка за иголочкой. Чуть-чуть мы понервничали, нарушился отток желчи и понеслось. Синдром избыточного бактериального роста, нехватка витаминов приводит к депрессии, мы начинаем плохо спать и запускаются тяжелые метаболические нарушения. Поэтому надо помнить о том, что это небезопасно, этим нужно заниматься и нужно прийти к врачу. Еще на одном моменте хотела прямо остановиться. Мы все помним про то, что многие витамины вырабатываются микробиотой кишечника, но есть жирорастворимые витамины, которые поступают к нам с пищей, а мы их почему-то не усваиваем. Ведь сейчас тотальный дефицит многих витаминов, например, витамина D. Тотальный дефицит витамина D может быть отчасти связан с тем, что он не всасывается, поскольку это жирорастворимый витамин, при дефиците желчи. То же самое происходит с другими витаминами А, Е, К. Эти витамины, они тоже должны обязательно пройти обработку с желчью, только после этого они начинают всасываться. Потому что обязательно нужны два компонента – желчь и жир. Если вам не хватает жира в рационе или если вам не хватает желчи по ряду причин, эти витамины не будут всасываться, вы получите остеопороз, вы получите депрессию, вы получите нарушение работы поджелудочной железы, сахарный диабет и целый спектр других заболеваний, которые зависят от этих витаминов. И еще кожа никогда не будет хорошей, потому что
Витамин А и Е – это здоровье нашей кожи, это наша молодость. Без этого витамина мы не будем красивые и здоровые. Какие признаки или симптомы указывают на нарушение оттока желчи или застой желчи? Ну, в первую очередь, это такое дурнота, тошнота по утрам. Если вы часто испытываете этот симптом, вы обязательно должны обратиться к гастроэнтерологу. Это может свидетельствовать о неблагополучии с желчным пузырем или с желчевыводящими путями. Второе – это наличие горечи во рту. Желчь не должна забрасываться в верхние отделы желудочно-кишечного тракта. Если она забрасывается, этим нужно разбираться. Безусловно, здесь идет нарушение моторики желудочно-кишечного тракта. Здесь речь идет не напрямую о каком-то поражении желчного пузыря, а нарушении моторики. Но это не безобидный симптом. Желчь – агрессивная среда, и при забросе в ротовую полость, когда мы чувствуем горечь, вы должны понимать, что это нарушение и микробного, и метаболического баланса всего желудочно-кишечного тракта. Другой симптом – это сухость и зуд кожи. Это довольно грозный уже симптом, поэтому частый зуд и сухость кожи требуют прям немедленного обращения к врачу. Очевидно, что есть нарушение оттока желчи. Довольно часто нарушение оттока желчи проявляется запорами либо чередованием. То запор, то понос, то запор, то понос. И вот если есть вот эта чехарда, то обязательно нужно вспомнить о том, что это связано с нарушением оттока. То желчи много, и мы страдаем поносом, то желчи мало, она не регулирует моторику кишечника, и пациент испытывает запор. Какие причины чаще всего приводят к застою желчи? Первое. Самое распространенное – это гиподинамия. Мы мало двигаемся, это способствует застою желчи. Вторая частая причина – нехватка жидкости. Недостаточное количество воды, желчь густая, вязкая, плохо высвобождается, застой. Нехватка витамина D. С одной стороны, витамин D не всасывается при отсутствии желчи, с другой стороны, плохо вырабатывается и плохо сокращается желчный пузырь, то есть этот круг замыкается. Еще одна очень важная причина застоя желчи – это наши стрессы. Чем больше мы нервничаем, чем больше спазмируемся, тем больше застаивается желчь. Одна из неочевидных причин застоя желчи – это диета без жиров. Если мы часто слышали из всех источников, что жиры – это плохо, жиры приводят к высокому холестерину, то сейчас все тенденции идут к сбалансированному питанию. Пожалуйста, включайте в ваш рацион жир, тогда желчь будет хорошо отходить. Одна из неочевидных причин застоя желчи – это нарушение микробиоты. И, как выяснилось, желчь не стерильна, микробиота есть везде, и в желчных путях, и в желчном пузыре. И, конечно же, микробиота тонкой кишки влияет на отток желчи. Это важный компонент. Если у вас есть синдром избыточного бактериального роста, высоко вероятно, у вас за этим последует нарушение оттока желчи. О чем я хочу рассказать в противовес этим причинам? О том, что довольно часто к нам приходят пациенты, показывают картинки УЗИ и говорят: вот у меня изгиб желчного пузыря, у меня, наверное, застой желчи. Вот представьте себе, желчный пузырь – мешочек на такой вот искривленной ножке. Это физиологичное строение нашей желчевыводящей системы. Это не изгиб. Иногда бывает по одной из осей желчный пузырь немножечко вот так скручивается. Помните, что желчный пузырь находится в подреберье, глубоко, и вот такое искривление желчного пузыря – это и называется изгиб. Может ли он приводить к какому-то нарушению застоя желчи? Усугублять может, но причиной не является. Прежде чем поговорим о том, как лечить нарушение оттока желчи, поговорим про диагностику. Первый самый распространенный метод – это определение функции желчного пузыря при ультразвуке. Измеряется размер желчного пузыря натощак, потом дается пробный завтрак и измеряется сокращение желчного пузыря в течение каждых 15 минут. Это позволяет оценить, сильно сокращается желчный пузырь или слабо. Обязательно мы оцениваем состояние биохимии крови. Мы смотрим уровень билирубина, уровень трансаминаз. Это нам помогает понять, на каком уровне случился застой желчи. Очень важное исследование – это гастроскопия. Мы осматриваем проток, через который желчь поступает в двенадцатиперстную кишку. И самое такое важное и емкое исследование – это МР-ХПГ – магнитно-резонансная холангиопанкреатография. Это исследование прямо подробно описывает все желчные пути и показывает, на каком уровне случился застой желчи. Как решить проблему застоя желчи? Прийти к гастроэнтерологу.
Точка. Вам этот ответ, скорее всего, не понравится, и поэтому вы начнете заниматься самолечением. Ну, хотя бы в свое самолечение, пожалуйста, добавьте стакан горячей воды утром. Подтягивание, физическую активность, да, приветствие солнцу и так далее. Ходите больше. Обязательно добавьте в свою пищу специи. Специи хорошо усиливают вообще выделение всех пищеварительных ферментов и желчи в том числе. Добавьте в свой рацион немного жира, масла, растительного масла, жиросодержащие продукты, пускай это будет авокадо, семга, вкусный сыр. Добавьте кусочек сливочного масла в кашу, которую вы едите утром. И когда вы уже сделали все эти утренние приготовления и понимаете, что не хватает, и воду выпили, и специи добавили, и растительные компоненты у вас есть, и жир есть, и тем не менее все равно тяжесть в правом боку, какая-то горечь, тошнота, ну, все-таки приходите к гастроэнтерологу. Гастроэнтеролог может назначить вам лекарства, может назначить травки. Вы знаете, что огромное количество трав обладает желчегонным действием. Но я не могу вам рекомендовать их так, потому что я не знаю функцию желчного пузыря, я не знаю анатомию, я не знаю, на каком этапе у вас случилась эта проблема. Может быть, у вас есть нарушение работы щитовидной железы. Приходите, мы решим. Обязательно расскажем вам про травы, про лекарства, про какие-то другие возможности, покажем, как массировать точку желчного пузыря, и желчеотток наладится.